Всем привет! И если вы смотрите это видео, и я вижу вас на своем канале, значит вас так же, как и меня, интересует тема изучения новых слов на иностранном языке. И, наверное, это уже не первое и даже не второе видео, которое вы нашли на YouTube на эту тему. И хотите найти какую-то систему, которая поможет вам волшебным образом выучить все слова без страданий и очень быстро. И если вы пришли в поисках такой системы, то это не сюда, потому что здесь я буду рассказывать о своем опыте изучения двух иностранных слов, двух иностранных языков и о том, как я учу слова. И, скорее всего, это видео больше для того, чтобы все, уже успокоились и перестали искать тот идеальный способ изучения слов и просто, начали учить так, как они могут и так, как им удобно. И мои системы не самые идеальные. Все мы знаем, что учить слова лучше с контекстом, с карточкой, с фотографией, с кучей примеров, с записью голоса и вот это, все. Но я думаю, что я не одна такая, и, честно говоря, иногда просто лень. Поэтому моя система изучения иностранных слов разбита на 3 подсистемы. И все они зависят от того, а где же я услышала это слово. И начнем с первой. Это слова из книг. Для слов из книг у меня есть отдельная тетрадь. В этой тетради собраны все слова, которые встречаются часто, которые мне хочется выучить, потому что, прикольно, или которые я постоянно забываю, возможно, это даже какие-то слова с предыдущих уровней, но не сошлось у меня. И все эти слова есть в этой тетрадке, и открою вам страшную тайну. Они никуда дальше из нее не переходят, потому что цель этой тетрадки — иметь перед собой список слов из книги, которую ты сейчас читаешь. И если ты такой читаешь, такой, я забыл, что такое ребаньо, ага, я выписал. И поэтому рассмотрим на конкретном примере. Здесь у меня слова из книги «El alquimista» на испанском. И давайте посмотрим конкретное слово. Например, «ребаньо». Это... Скот, сейчас, я забыла. Я не могу вспомнить на русском. «Ребаньо де». Стадо. Да, это стадо. Рассмотрим на примере слова «ребаньо», что значит «стадо», картинка тут. И дальше я записала это слово большими буквами для себя, чтобы мне было проще ориентироваться и не вчитываться в маленький текст. И дальше идет пример из книги, чаще всего это из книги. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño. Rebaño. Да, я еще работаю над акцентом, поэтому мой слух очень сильно насторожен, когда я говорю что-то неправильно. И этот пример из книги, это может быть не целое предложение, иногда в книгах предложение по 5 строк, лень это все выписывать. И, вернемся. У меня есть пример из книги. Дальше у меня есть перевод на мой язык, либо просто описание этого слова на другом иностранном языке, например, на английском, или описание этого слова на языке, который я учу. В данном случае описание на испанском. Conjunto de cabezas de animales. И дальше еще парочку примеров. Rebaño de abejas, rebaño de vacas. И это все. Дальше у меня идет следующее слово, дальше идет слово logos. И это помогает мне во время чтения возвращаться к словам, потому что если я его записала, скорее всего, я посмотрю в эту тетрадку еще раз 10 перед тем, как его запомнить. Поэтому это просто листочек с полезными и нужными словами. Я никак их дальше не тренирую, потому что я читаю книгу, и, скорее всего, я увижу еще это слово раз так 100,
и мне нужно просто иметь инструмент, который быстро мне подскажет, чтобы я не лазила в переводчик. Ну и оно как бы само собой запомнится. Мы тут говорим, конечно, сейчас, тут начнется, вот, а как ты будешь употреблять эти слова, ты их будешь узнавать из текста, и это все. Ну, как бы, да, но если оно мне очень понадобится, то оно у меня перейдет в другую часть изучения, либо останется так. Ну, как бы, сори, я не идеальный человек, поэтому это работает так. Думаю, с книгами мы разобрались. Хотя нет, у меня есть еще одно. Второй способ касается конкретных слов, либо каких-то грамматических структур тоже. И если мы говорим о словах, то это, скорее всего, какие-то слова вводные, ну, в общем, вот это вот все. И у меня есть листочек отдельный, вырванный с каким-то конкретным словом, которое дается мне тяжело. Например, я периодически забываю его употребление, или мне не совсем ясно, в каких предложениях оно употребляется. И, конечно, можно зайти на какой-нибудь реверс контекста и там все это посмотреть, но хочется все-таки иметь примеры, которые прям вот я конкретно нашла. И рассмотрим на примере Тайвес. Это на русском будет, наверное, скорее всего, возможно, ну, в общем, не знаю почему, это слово уже со мной, наверное, год, и я до сих пор как-то иногда, ну, сконфужена, когда его употребляю, поэтому у меня есть отдельный листочек, и когда я читаю книги, я собираю примеры, где употребляется это тайвес. И время от времени возвращаюсь, перечитываю и создаю свои нейронные связи. Вот, у меня есть тайвес, но обстанты с другой стороны, и на английском там, ну, тоже какие-то есть. Вот, это второй способ изучения новых слов. Или я еще, кстати, могу проделывать все вот это, но только в заметках на телефоне, ничего сверхъестественного и технологичного. Это выглядит так же, просто в электронном виде, чтобы я могла пока в метро ехать и, возможно, сама какие-то предложения накидать. Но, честно говоря, большинство слов, которые есть в этом инструменте, все-таки достаточно проработаны.